Всем привет, дорогие друзья! Я наконец-то снова с вами, отдохнула и хочу вдохнуть жизнь в наше с вами общение. Кажется, я готова к тому, чтобы увеличить количество контента, которым буду с вами делиться. И сегодня мы как раз об этом с вами поговорим. Все это время я вас держала в курсе событий. Заранее рассказала в своем сообществе, что хочу ненадолго отдохнуть. От меня отписались больше 300 человек из-за этого. Кто-то даже бурно отписался, не просто ушел, но и наговорил всякого. Но в большинстве своем была огромная поддержка и понимание. Оказалось, не я одна сталкивалась с таким. Мои зрители поняли, что я не ною, не выпрашиваю внимания, а правда просто устала. Вы подбодрили меня, сказали возвращайся, и вот я вернулась. Знаете, это был такой типичный ютубовский кризис, когда количество вложенных сил начинает превосходить отдачу и появляется некий дисбаланс. Плюс видео стали отнимать слишком много времени, и я перестала рисовать, а это очень плохо. Это не проблема зрителей, это скорее проблема алгоритмов ютуба, который плохо поддерживает постоянных авторов. Вместо того, чтобы рекомендовать видео, он их пессимизирует. То есть вы подписываетесь на блогера, ставите колокольчик, а YouTube сам решает за вас, что вам это не интересно. Зачем тогда вообще подписчики, непонятно, раз YouTube сам решает, кому что интересно. Вот из-за таких проблем мне в голову пришло, что, возможно, есть смысл завести дополнительную платформу, где я буду делиться своим творчеством, от которого вас точно не отпишет, где все прозрачно, понятно, предсказуемо. Я никуда не ухожу с YouTube, видео будут в абсолютно свободном доступе, по моим расчетам контента будет только больше. Это будет просто дополнительный инструмент для того, чтобы канал развивался, чтобы он становился больше, лучше и сильнее, а связь со зрителями была только крепче. Сначала я подумала завести Patreon, наверное, вы знаете, что это такое. Я уже почти запустила его, но увидела, что там всего 2 способа вывода денег. И они мне очень не нравятся. Там PayPal, которым я уже пользовалась, когда работала на стоках, и Payoneer. Что не так с этими американскими кошельками? Просто у меня была с ними cool story, я расскажу. Помните 2014 год, когда рубль обвалился в 2 раза? Я была уверена, что мои доллары на счету PayPal лежат очень надежно, что мне-то вот повезло, я-то вот такая умная, в долларах храню деньги. И я очень удивилась, когда увидела, что сумма стала в 2 раза меньше. Я вообще ничего не поняла. Это же доллары. И спросила у поддержки, что происходит. Спросила, кстати, на английском. И они мне объяснили, что мои деньги только отображаются как доллары. На самом деле это рубли. Почему я об этом не знала раньше? Не знаю. То есть они получали со стоков доллары. На моем счету они отображались как доллары. И тратить я их собиралась как доллары. Но PayPal по умолчанию перевели мои деньги в рубли и обратно. Именно тогда, когда курс обвалился. Формальная причина в том, что в профиле у меня стояло, что я из России. Там на самом деле нельзя указать никакую другую страну, потому что они должны верифицировать твои документы, в которых, естественно, написано, что ты из России. То есть ты не можешь соврать на этот счет. И вот как оказалось, это значит, что твои деньги будут храниться в государственной валюте, но они об этом нигде не говорят. По крайней мере, тогда так было. Таким образом, они меня практически обокрали, и я ничего с этим не могла сделать. Связываться с этими беспредельщиками я больше не хочу. Второй способ выплаты на Patreon – это на платежную систему Payoneer. С ними я уже сама налажала. Там нужно заказывать карту, но я внесла свои данные с ошибкой. Они напечатали карту с ошибкой, она ко мне пришла, но пользоваться ей, конечно же, нельзя. Долбаная дислексия. Это все теперь надо каким-то образом переделывать, естественно, с доплатой, но разбираться в этом так неохота, потому что там все тоже на английском, и там все переписки будут тоже на английском. Это не мой родной язык, мягко говоря. И вот тут для меня прям все открылось, стало ясным, и я поняла, что мне вся дорога к Boosty. Что такое Boosty? Это русский сервис от создателей Donation Alerts, вы, наверное, знаете, что это такое. Boosty помогает авторам зарабатывать на своем творчестве. Это работает так. Подписаться на мою, например, страницу Boosty может любой. Подписка стоит денег, средства списываются ежемесячно. За свою поддержку подписчики получают всякие бонусы. Для того, чтобы создать аккаунт на Boosty, вы не обязательно должны быть художником.
Вы можете быть музыкантом, подкастером, тиктокером, то есть человеком, который что-то творит, которому есть чем поделиться. И не обязательно приходить на Boosty именно с YouTube, подходят и другие соцсети. Здесь все на русском языке, включая поддержку, естественно. Низкий процент средств, которые с вас забирает сама платформа. Потому что, если вы не знаете, любая платформа, если вы на ней зарабатываете, удерживает какую-то часть заработанного. Это нормально, они обеспечивают весь вот этот сервис, которым вы пользуетесь, естественно, за это вы как-то платите. Но вопрос именно в проценте, который вы платите. Так вот, YouTube берет 30%. Это просто супер много. Это очень расстраивает и вообще-то выглядит больше как использование, чем как сотрудничество. Вот понимаете, я прошу через свой канал поддержки у людей. Они хотят поддержать именно меня. А платформа вмешивается в это и забирает себе треть. Люди не хотят отдавать треть Ютубу, они хотят поддерживать именно меня. Boosty предлагает 7%. Я считаю, вот это сотрудничество, это правильно и так именно должно быть. К тому же Boosty не взимает НДС с подписчиков, потому что, как я знаю, вроде Patreon так делает. То есть как подписчик вы соглашаетесь на ежемесячную выплату в определенном объеме, а потом понимаете, что с вас еще и списывается налог за это пожертвование. Это какой-то бред, по-моему. Это все только усложняет. Но самое главное, как вы поняли, что меня привлекло на Boosty, это способы вывода денег. Просто куча способов, и они удобные. WebMoney, Яндекс.Деньги, Киви. А я вообще просто вывожу на банковскую карту свою. Это вообще шикарно. То есть здесь все значительно проще. Не надо регистрировать никакие дополнительные непонятные кошельки. Пользуйтесь теми кошельками, которые у вас есть. Плюс тут есть возможность заливать закрытые, защищенные действительно видео, возможность создавать закрытые телеграм-чаты и дискорд-каналы. Также можно настроить удобную модель заработка. Или подписка с ежемесячными выплатами, или единоразовые платежи. Так, а теперь давайте конкретно объясню, зачем мне все это. Я уже рассказывала на стриме, но повторю тем, кто не смотрел. Я всю жизнь хочу проиллюстрировать сказку Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Точнее, я ее уже проиллюстрировала, и, возможно, вы даже видели эти иллюстрации, но мне они не нравятся. На мой взгляд, я неудачно подобрала материал, цветные карандаши все как бы простят. Мне хотелось бы сделать эти иллюстрации в технике тушь. По-моему, так будет намного тоньше, детализирование, интереснее. Там больше возможностей делать разные текстуры, разные эффекты. Плюс, знаете, сказка мрачная, и черно-белый вариант подойдет как нельзя лучше. Вы можете следить за тем, как продвигается моя работа над иллюстрированием книги в реальном времени и поддерживать меня материально. Я не знаю, что из этого в итоге получится, там какой-то продукт это будет или просто иллюстрациями это останется. Пока это вопрос воплощения моей мечты. Просто я их пока что нарисую, пока что сделаю. Жизнь коротка, и я думаю, что лучше уж от меня останется какое-то индивидуальное творчество, чем просто очень много работ на заказ. По стилю, знаете, это будет похоже на мою русскую нечисть, которую я вам показывала прошлой осенью. Это основная моя цель ведения Boosty. Творчество. Что вас там ждет, если вы подпишетесь? Во-первых, тем, кто подпишется на меня в первый месяц, я отправлю письмо и мини-открыточку из серии «Русская нечисть». Ну вот просто скажу такое символическое спасибо. Вообще я сделала 3 уровня поддержки. Первый — это бронзовый уровень. Ежемесячный платеж тут составит 100 рублей. И вы получите короткие и живые видео для спонсора, такие же, которые я выкладываю для спонсоров на YouTube, обложки тех видео, которые выйдут совсем скоро, ну и другие намеки и спойлеры будущих видео, и упоминание вашего имени в конце видео. На серебряном уровне ежемесячный платеж составляет 300 рублей, и вы получите этапы работы над рисунками, выкраски в хорошем качестве, ранний доступ к видео, ускоренную версию ежемесячного урока, который я буду делать. И вот уже золотой уровень с ежемесячным платежом 700 рублей. Вы получите полную версию урока, полную версию подкастов моих. Все, что не войдет в мои ютубовские рассуждения по тем или иным причинам, будет здесь. Рисунки 18+, но это не касается какой-то эротики, это просто чуть более жесткие работы с уходом в такую крипи тематику,
обложку, который на данный момент я не могу показывать нигде, вот из-за цензуры, которая у нас есть в соцсетях. Далее я буду показывать палитры к моим рисункам с указанием конкретных фирм и конкретных номеров цветов, которые я использовала. Те уроки, которые я буду выкладывать раз в месяц, это не какие-то фундаментальные уроки, это просто какие-то приемы, лайфхаки, какие-то небольшие моменты, которые при том могут быть весьма интересными. Но учитывайте, что мой основной материал это все-таки пастель, поэтому вот такие уроки будут в основном, наверное, по пастели. Хотя я вот не знаю, нужно будет подумать над этим. Ну и естественно, вы увидите мою работу над иллюстрациями. Вот примерно какой контент вас ожидает, если вы подпишетесь. И еще, также в Boosty можно поставить какую-то цель и собирать на нее деньги. Мне показалось, что это просто мега идея для тех арт-блогеров, которые делают обзоры на материалы. Нам, конечно, хочется делать обзоры на самые интересные материалы, но то, что шлют на обзор, не всегда такое уж интересное. А если блогер будет покупать все это самостоятельно, он будет работать только на материалы, уверяю вас. Это просто вот невозможно. Когда арт-блогеру присылают материалы по бартеру, и тем более на рекламу, это может ограничивать нашу свободу высказываться. Или кто-то может чувствовать себя обязанным за подарок. Это нормально, в принципе, в человеческой природе. То есть это даже на подсознательном уровне. Мы как бы не специально чувствуем себя обязанными. Но если подписчики спонсируют покупку материалов на обзор, они-то как раз заинтересованы в честности и в том, чтобы был куплен действительно крутой материал, а не тот, что залежался на складе. Мы с вами уже такое практиковали. Я делала обзор на Blue Earth, говорю как хочу, на карандаши Гальбейн, и на супер дорогой ластик. Эти обзоры проспонсировали подписчики, и это был отличный опыт. И вот я в своем аккаунте Boosty поставила себе цель собрать на пастельные карандаши от фирмы Карандаш. Я ими уже давно активно пользуюсь, но для того, чтобы составить всестороннее мнение, мне все-таки хотелось бы получить полный набор. Чем черт не шутит, может я когда-нибудь соберу эти деньги. И покажу вам эти прекрасные карандаши. Я вот тут, кстати, говорила о том, что когда на канале начался кризис, от меня отписались некоторые зрители. А знаете, кто от меня не отписался? Мои спонсоры. Друзья, такая поддержка бесценна. Я вижу каждого из вас, ваши комментарии просто в самое сердечко. Особенно хотелось бы поблагодарить золотых и серебряных спонсоров за то, что вы со мной, даже когда эту лодку штормит. Особенная благодарность серебряным спонсорам — это каналу Яшма, каналу Идет Стиль, Александру Старынину и, конечно, моим золотым спонсором, который уже давным-давно со мной, это канал Алекс Лита и СМ. Вот вы видите, что среди моих спонсоров есть YouTube-каналы. И среди моих зрителей тоже есть YouTube-каналы, я их вижу, их комментарии. И я бы хотела обратиться как раз к вам. Не ждите так долго, как ждала я. Не бойтесь, что вас будут осуждать зрители, что вам скажут: «О, я разочаровался в тебе, я думал, ты творишь ради идеи, а ты делаешь это только ради денег». На самом деле я тоже этого боялась и долго откладывала все. Но просто поверьте мне, вот это не те люди, на которых стоит ориентироваться. Любой адекватный человек ничего плохого не увидит в том, что вы предоставите возможность вас поддержать тем, кто хочет вас поддержать. Вы никого не заставляете, вам не нужно ничего стыдиться. Да, будут несколько странных комментариев. Вы можете их заблокировать или оставить без внимания. Но самое главное, не дайте им вас остановить. Не дайте им остановить ваше творческое развитие и развитие вашего канала. Не ждите долго, даже если вы маленький блогер. Чем раньше вы начнете, тем лучше. Так что переходите и регистрируйтесь, ссылка будет в закрепе. Это такой небольшой совет от меня для других блогеров. Но если вы хотите целое видео о том, как начать свой канал, или уже о том, как его вести, напишите обязательно в комментах. Я могу снять такое подробное видео со всеми там техническими моментами, психологическими моментами и так далее. Сегодня я вам рассказала, какой будет мой Boosty. Собственно, не будет, а уже есть. Вы можете пройти на него прямо сейчас и подписаться, потому что он уже давно ждет вас. Там уже есть на что посмотреть. Я думаю, вам будет интересно наблюдать за тем, как рождаются иллюстрации книги. Спасибо, что досмотрели до конца, и всем пока!